Рыбы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Рассказывайте, как прошел ваш апрель. Многие знаки писали про увольнение, про развод, расставание, переезд. Некоторые писали, единичные случаи, у кого ничего не происходило. Делитесь. Уран перешел в знак Близнецы на ближайшие 7 лет в конце месяца. Поэтому, может быть, вы только в конце месяца почувствовали какие-то перемены судьбоносные. Май для вас месяц, когда эмоции будут зашкаливать, но при этом вы получите резкую возможность разложить все абсолютно по полочкам в своей жизни и то, что именно казалось запутанным. Полнолуние в начале мая задаст тон, оно будет очень эмоциональным, но оно же и закроет какой-то вопрос, важный для вас, связанный с поездками, учебой или юридическими делами, документами. В мае личные планеты соберутся в вашем третьем доме гороскопа. Большая часть мая пройдет под знаком документов, дорог, переговоров и обработки информации. Это даст вам огромное количество пищи для ума. Возможно, кто-то начнет обучение. Может быть, какие-то сложные многоходовые процессы вы сможете разбить на простые шаги и наконец-то сдвинуться с какой-то точки, то, что буксовало последние месяцы. Энергия Тельца, в котором встретятся все планеты, даст вам небывалую настойчивость доводить дела до конца и уверенность в своих делах. При этом вас не будет покидать странное глубинное чувство, что все, что вы делаете, имеет не просто практический смысл, не просто принесет вам финансы, но и какой-то судьбоносный. Во второй половине месяца фокус начнет потихоньку смещаться на четвертый дом гороскопа, тему дома, семьи, недвижимости, ваших корней. Тут начнется закручиваться новый сюжет, могут всплыть воспоминания, активизироваться вопрос с родственниками, возможно, у кого-то из вас будет переезд, появятся неожиданные новости, которые касаются вашего места жительства, либо документов на место жительства. Вот именно в этих темах и будет рождаться что-то действительно новое для вас и важное. Тут будет закладка фундамента. Для того, чтобы май принес вам финансовое изобилие и проигрался в плюс гороскоп, пишите в комментариях: во благо мне и моей семье, принимаю, благодарю. Если вы хотите чего-то конкретного, вы можете писать: во благо мне и моей семье, принимаю финансовое изобилие, принимаю новую работу или принимаю что угодно, там, новое комфортное жилье. Можете так конкретно писать. Многие мои подписчики, кто пишут, кто оставляет комментарии, потом делятся, что месяц очень удачно и классно для них сложился. 1 мая происходит полнолуние в знаке Скорпион в вашем 9 доме гороскопа, и действовать оно будет ближайшие 2 недели. Очень эмоциональное, насыщенное, глубокое полнолуние. И Скорпион делает чувства ярче, переживания интенсивнее. Но это не просто эмоции, это будет момент истины и кульминация процессов, которые тянулись последние полгода. Полнолуние – это завершение, ясность и результат. Сейчас вы получите ответы на вопросы, которые долго оставались в подвешенном состоянии. Это сектор поездок, международных связей, виз, судов, публикаций, высшего образования. Также это сфера взаимоотношений с коллегами, друзьями, родственниками вашего партнера по личной жизни. В районе этой даты вы можете получить важные документы, результаты экзамена, решение по визе или гражданстве, судебный вердикт или долгожданную посылку из-за границы. Если вы отправляли запрос в госорганы, ждали юридической ясности, то ответ придет именно сейчас и расставит все по местам. Также полнолуние может высветить скрытые проблемы в ваших отношениях с коллегами или друзьями, о которых вы раньше только догадывались. Любое астрологическое событие, которое происходит у вас в Скорпионе, будь то новолуние, полнолуние, другие планеты медленные, они всегда касаются вашей учебы, темы за границей, переезда. Может быть, вы замечали, что когда скопление планет в знаке Скорпион, жизнь резко меняется, причем не только в этой конкретной сфере, но и других аспектах вашего бытия. Это ваш врожденный механизм обновления судьбы. И данное полнолуние может стать триггером именно такого витка. Может быть, вы наконец-то решите записаться на курс, отправиться в путешествие, которое полностью перезагрузит вашу жизнь. Либо вы решитесь на переезд и эмиграцию, которую долго откладывали. В ближайшие недели после полнолуния события будут не просто внутренними переживаниями, а реальными внешними развязками. Будьте внимательны к любой входящей информации, письму, звонку, уведомлению. То, что сейчас скроется, даст вам ясность, даже если сначала покажется кризисом. Скорпион не разрушает то, что еще
вам нужно. Оно освобождает просто вас от отжившего. И главное, в эти дни, вблизи полнолуния, в принципе, первую неделю после, не принимайте поспешных решений о переезде, о смене учебного заведения, не рубите с плеча в спорах с иностранными партнерами или госорганами. Эмоции будут сильны, но важно отделять факты от драмы. И будьте аккуратны на дороге, особенно в дальних поездках. Проверяйте билеты, страховые какие-то документы. Скорпион обнажает ошибки, которые вы раньше не замечали. Для кого-то это полнолуние, ближайшие 2 недели даст окончание суда, для кого-то окончание учебы, для кого-то окончание жизни в эмиграции. У каждого своя история, пишите, делитесь, что у вас будет происходить в теме 9 дома гороскопа после полнолуния. 3 мая Меркурий переходит в знак Телец, ваш 3-й дом гороскопа, на несколько недель до 17 мая. И тут уже будет сектор общения, переписок, коротких поездок, документов, соседей, братьев, сестер. Не таким быстрым, не таким интенсивным, импульсивным, как это было в апреле. Но Телец – это знак финансов и конкретики. В ближайшие пару недель ваша повседневная коммуникация будет крутиться вокруг цифр, бюджета и практических договоренностей. Возможно, будет очень большой поток писем, заявок, если вы работаете с людьми или на себя. Будет много сообщений, консультаций, уведомлений, связанных с деньгами. Может быть, вам будут переводить деньги, счета на оплату, банковские выписки будут проходить, налоговые документы, уведомления. Всем этим будете заниматься. Чеки, квитанции собирать, возможно, для чего-то, для возврата налогов. Все это потребует вашего внимания. Вам могут написать или позвонить с конкретным денежным предложением, к примеру, подработки. Возможно, запросят расчет, согласуют бюджет, поставки, бюджет на поездку или на обучение. Может быть, вы будете оплачивать обучение какое-то, если вы решились. Прекрасно, потому что это обучение в будущем может принести вам деньги. Вы эти знания сможете монетизировать. Если вы чего-то ждали по документам, ответа от инстанции, подтверждения записи, то как раз в ближайшие даты это все придет. Меркурий в Тельце не спешит. Могут быть задержки ваших каких-то посылок, писем. Проверяйте даты, суммы. Если вам надо отправить какую-то налоговую информацию, рассчитывайте время, чтобы оно дошло. Короткие поездки в эти недели будут чаще всего связаны с работой, с бытовыми задачами. Может быть, забрать заказ, ездить в банк, подписать бумаги, открыть новую, банковскую карту, навестить родственников. Транспорт может давать сбои, поэтому планируйте маршруты с запасом. Еще 3-й дом отвечает за братьев, сестер, соседей, коллег по цеху, то есть ближайшее окружение. Вот с ними могут пойти разговоры о деньгах или имуществе. Возможно, вам предложат совместную покупку, попросят вас помочь с расчетами или просто выйдут на связь с конкретным деловым вопросом. Не отмахивайтесь, через эти контакты может прийти полезная информация или небольшая выгода. Меркурий в Тельце не взрывает пространство, а помогает вам навести порядок в информационном и финансовом хаосе, особенно в финансах. В ближайшие пару недель вы сможете разобрать завалы по почте, переподписать договора, оплатить обучение, скорректировать бюджет, расписать рутинные задачи по шагам. Ум станет более рациональным и неторопливым. И для вас, рыбы, это передышка, когда чувства наконец-то сверяются с фактами. Если вы хотели сделать карту желаний, я уже оформила это все в гайд, инструкцию, как правильно делать, как я ее делаю последние 5 лет. У меня забывается абсолютно все. Даже было такое, что я клеила фото Нью-Йорка, не планирую туда ехать вообще. Даже не знала, что я туда поеду, и у меня это все потом сбывалось. Поэтому вот внизу есть ссылка на гайд, можете переходить, либо в телеграм-канал, подписывайтесь. Для тех, кто подписался на телеграм-канал, после подписки пишите мне в личку, я вам дам ссылку со скидкой, с промокодом. Если вы впервые на моем канале, я провожу личные астрологические консультации, всегда об этом говорю, чтобы потом не писали в комментариях, не спрашивали, цены оставляю на экране, так как комментарии я не все вижу. Пишите мне на электронную почту, либо в Телеграм, Инстаграм, в описании в самом низу, в описании канала. Мне некоторые девушки писали, что не могли никак отправить сообщение на почту. Если я вам не отвечаю больше, чем 1 день, пишите, пожалуйста, Инстаграм или Телеграм. Лучше всего, конечно же, Телеграм. Я в закрепленном комментарии еще его оставлю. Есть Телеграм-канал, там, где я делаю прогнозы, а есть личный мой Телеграм. Я обе ссылки оставлю вам.
Цены я буду повышать со временем, поэтому если вы хотели обратиться, разобраться в себе, формула брака, если кому-то непонятно, это ваша личная формула брака по вашей натальной карте. Я смотрю, какой вам мужчина подходит, либо если вы мужчина, какая женщина вам подходит, да, какой тип жены, чего вам не хватает. Может быть, у вас какие-то кармические задачи, вы на одни и те же грабли наступаете, в одни и те же какие-то проблемные отношения постоянно притягиваете. Все это можно разобрать. Если вам нужно разобрать только одну сферу, тоже пишите мне. 5 мая будет напряженный день, так как Марс в Овне будет делать квадрат к Юпитеру в Раке. Будут затронуты ваш 2-й и 5-й дом гороскопа. 2-й дом – это личные деньги, ценности. И это все будет в квадрате к Юпитеру в 5-м доме гороскопа творчества, любви, детей, азарта. Конфликт такой, что может быть импульсивное желание потратить, вложиться во что-то, порадовать себя или близкого человека, столкнется с жесткой реальностью вашего кошелька. Юпитер расширяет ожидания. Вам может казаться, что вы можете себе позволить больше, чем есть на самом деле. А Марс дает нетерпение, хочется получить удовольствие, купить что-то, подарить что-то, свозить ребенка куда-то. Может быть, оплатить новое хобби ребенку, либо устроить романтический ужин там, в каком-то очень дорогом ресторане, любой ценой. Поэтому квадрат между ними перегревает ситуацию, повышает риск ваших финансовых потерь. Будьте осторожны пару дней до и после этой даты. Возможно, вам выставят счет какой-то, ваш ребенок разбил что-то там в школе или, не знаю, где-то в кружке. Понадобятся деньги на поездку, на гаджет ребенку. Сумма окажется выше той, что вы готовы дать без ущерба для вашего бюджета. Возможно, вы сами загоритесь идеей вложиться в творческий проект, курс, оборудование какое-то купить, билеты на фестиваль, потратить больше, чем планировали на эмоциях. В романтических отношениях может быть спор из-за денег, потому что кто-то из вас хочет хорошего жеста, жизни на широкую ногу, а другой считает это расточительством. Еще квадрат может дать конфликт с партнером на почве, что вы слишком много тратите на свои увлечения или на детей. Если вы играете на бирже, делаете ставки, будьте осторожны. В этот день особенно высокий риск проигрыша, и причем большого. Юпитер создает иллюзию удачи и раздувает долги, раздувает траты, а Марс толкает на необдуманный шаг. Никаких спонтанных переводов, покупок в рассрочку, обещаний финансовой помощи. Все, что вы отдадите 5 мая, может к вам не вернуться или вернуться с трудом. Энергия аспекта действует в сам день и в ближайшие сутки. Да, такая короткая, но очень напряженная вспышка. Главное, не тратьтесь в эти дни. Если ребенок или любимый человек просит денег, возьмите паузу, по-хорошему скажите: я подумаю до завтра, или решим этот вопрос послезавтра. Если вам кажется, что вот он шанс всей вашей жизни, надо срочно что-то оплатить, скорее всего, можете погорячиться. Энергия Марса, ее лучше направить не на покупки, а на физическую активность с детьми или на творчество, которое не требует вложений. И не спорьте о деньгах. Сегодня любой разговор на эту тему может перерасти в ссору, которая оставит осадок надолго. Конечно же, я не говорю там про сумму, не знаю, 20, 30, 40, даже до $100. Но если там что-то, если это ставки, конечно, это большая сумма, даже 50 евро. Но будьте тут осторожны. Не давайте денег в долг в эти дни, не берите кредитов, не играйте в азартные игры, переждите. Через пару дней станет видно, что было настоящей потребностью, а что какой-то минутной прихотью. 14 мая Солнце соединяется с Меркурием в вашем 3-м доме гороскопа. День, когда все тайное и неясное в вашей повседневной коммуникации, документах, поездках становится кристально понятным. Солнце высвечивает суть, Меркурий дает точное слово, а Телец фиксирует договоренности в конкретных цифрах и фактах. Соединение действует точечно 14 мая и пару дней до после этой даты и приносит кульминацию в теме вашего 3-го дома гороскопа. Переговоры наконец-то завершатся, документы можете подписать, информация важная придет. Транспорт и отношения с ближайшим окружением, новости в этих темах. Если вы что-то ждали, ответа на письмо, звонка от брата или сестры, подтверждения записи или доставки, вы получите это сейчас, в эти дни, и ответ будет ясным, прямым, без возможности двойного толкования. По событиям, что еще может произойти? Возможно, получите документ, результат теста какого-то, одобрение заявки, договор на подпись. Вас могут пригласить на
какую-то короткую, но очень судьбоносную встречу или звонок будет какой-то очень важный, где вам озвучат сумму, срок, условия, которые все решит. Придет известие, возможно, от коллег ваших, соседей, или они вас чего-то попросят, которое закроет давний спор. Если вы ждали новостей о транспорте, покупка билета, техосмотр, доставка машины, покупка, все это тоже придет именно в эти дни, вы сможете спокойно планировать дальше. Может быть, вы машину в кредит берете, подписываете документы, наконец-то определились с выбором, либо продаете машину, тут все разрешится. Энергия спокойная, земная, Телец не терпит пустых обещаний, все разговоры будут вращаться вокруг денег, ресурсов и вашей личной выгоды. Меркурий в Тельце не болтает попусту, он торгуется, считает, фиксирует. Любое слово, сказанное в эти даты, может стать устным контрактом, поэтому говорите обдуманно, четко и по делу. Пустых обещаний давать не надо. Очень хороший день, чтобы обновить резюме, пойти на собеседование, отправить коммерческое предложение, запросить скидку, договориться об условиях сделки. Не стесняйтесь просить больше, чем вы хотите, или меньше, если это скидка. Солнце дает вам авторитет и вас услышат. Кстати, если вы давно искали недвижимость в Дубае или на Пхукете, мой муж брокер в Дубае, я оставлю ссылку на его инстаграм в описании, в комментарии, в описании под видео. Вы можете перейти, посмотреть, какие у него есть варианты, написать, поспрашивать. Сейчас очень классные выгодные условия в Дубае. Пишите, если вам это интересно, и вы искали именно проверенного человека. 16 мая происходит новолуние, там же в знаке Телец в вашем 3-м доме гороскопа. Новолуние – это новое что-то, новый цикл, новость какая-то в теме 3-го дома гороскопа, общение, информации, коротких поездок, документов и отношений с вашим ближайшим окружением. Тут вы можете закладывать что-то в этой сфере. Это будет надолго. Телец требует, чтобы намерения были максимально конкретными, приземленными, привязанными к реальным шагам. Так, по событиям кто-то из вас, рыбы, именно сейчас запишется на курс, начнет обучение, которое в будущем принесет доход. Откройте блог, запустите рассылку, начнете писать книгу, запустите рекламу своих услуг. И это будет не просто хобби, это будет проект с перспективой монетизации. Вообще круто, если вы долго решаетесь, давайте делайте сейчас, запускайте по новолунию, потому что придут потом вам деньги. Не сразу, не быстро выстрелит, но если вы будете делать шаг за шагом методично, деньги к вам придут. Может быть, идея обновить сайт, заказать новый баннер какой-то, новую рекламу нового блогера, сменить тарифы на связь, новый транспорт приобрести. Практически вся коммуникация в ближайшие недели будет подчинены порядку и бюджету, и это очень хорошо, вы сможете систематизировать то, что раньше было хаосом. Новолуние – отличная точка для первых шагов в работе с документами, подать запрос, подписать договор купли-продажи, подписать, возможно, аренду, договор на аренду, да, оформить страховку, навести порядок в бумагах, подписать соглашение о сотрудничестве. Если вы ждали подходящего момента, чтобы начать больше общаться с соседями, братьями, сестрами, бывшими коллегами, сейчас эти контакты могут перерасти в нечто большее, только если вы проявите инициативу. И могут еще прийти новости от братьев, сестер, может быть, какие-то у них важные события. Кто-то женится, выходит замуж, рождается ребенок, переезжает, и вы будете в это втянуты, потому что новолуние дает новость. Сформулируйте свои намерения четко, запишите их с цифрами, датами, конкретными действиями. Вот этот период по новолунию идеально делать карту желаний, потому что все потом монетизируется, а потом ваши желания будут приносить вам деньги, может исполняться материальное желание. Вы хотели машину, квартиру, и это будет в течение года реализовываться. Обязательно по новолунию сделайте хотя бы один физический шаг в сторону своего нового намерения. Купите билет, запишитесь на тестовый бесплатный урок, возьмите бесплатную подписку, если вы хотели какое-то приложение, какие-то инструменты попробовать, напишите пост, отправьте резюме. Без этого энергия закладки просто уйдет в песок. Но не распыляйтесь, выберите 1-2 темы и планомерно продвигайте именно их, потому что Телец не любит, когда хватаются за все подряд. И не ждите быстрых плодов. Посаженное сейчас где-то даст вам результат ближе к ноябрю, когда будет полнолуние в знаке Телец. 17 мая Меркурий переходит в знак Близнецы и соединяется с Ураном в вашем 4-м доме гороскопа. Марс переходит в ваш 3-й дом гороскопа в знак Телец, туда же, где находится Меркурий, там, где происходило новолуние. Итак,
Меркурий и Уран в четвертом доме гороскопа. Мощное соединение. Меркурий находится в своем знаке. А происходит соединение в секторе дома, семьи, недвижимости и вашего эмоционального тыла. Меркурий – это информация, связь, Уран – внезапность и прорыв. В эти дни вы можете получить неожиданную новость от родственников или в вашей семье. Может, вы узнаете, что вы беременны, что у вас в роду будет пополнение в вашей семье. Вам могут позвонить и сообщить о срочной продаже, сдаче жилья, о визите кого-то из семьи неожиданно. Сюрприз может вам сделать, приедут родственники к вам в гости. Вам могут сообщить о переменах, которые потребуют вашего немедленного участия. Еще могут быть внезапные поломки, сбои в доме, электрика, техника, интернет. Кстати, когда Уран перешел в мой четвертый дом гороскопа, у меня рыбы еще охватывает первый дом. Когда Уран сейчас, 26 апреля 2026 года, перешел в мой четвертый дом гороскопа, ой, не надо сейчас, пожалуйста, писать, сейчас начнут мне писать в комментариях, что нам не интересно, что у вас происходило, говорите про нас. Так я и даю вам примеры, как может проиграться. Ну, если вам нравится писать мне, пишите такое. Так вот, в этот же день ударила молния, попала в трансформатор, он взорвался, и у нас пропал интернет, свет, электричество, все. Прям в день перехода Урана в мой четвертый дом гороскопа, в знак Близнецы. Может, и у вас что-то такое было в районе этих дат? Пишите мне. Так вот, тут может быть опять такое же, что-то какие-то проблемы с интернетом, с электрикой. Уран в четвертом доме – это еще и озарение, касающееся вашего прошлого или отношений с родителями. Может, вы узнаете, что у вас кто ваш отец, если вы с ним не общались, да, или вы узнаете, что он жив, хотя мама вам говорила, что его нету давно в живых или скрывала. Я знаю такие истории. Можете узнать, что у вас есть там сводный брат, сестра. Конечно, новости могут быть очень неожиданными. Может еще прийти инсайт, который перевернет ваше восприятие семейной истории, даст ключ к решению давней проблемы. Может, наконец-то пойдете к психологу, проработаете родовые травмы. Энергия взрывная, быстрая, пик будет где-то примерно с 17-18 мая, поэтому будьте готовы к неожиданным звонкам и новостям, и проверяйте все коммуникации в доме. Знаете что, рыбы, я еще кое-что придумала, не знаю, как это будет работать, насколько это будет эффективно, но я очень хочу быть полезной, поэтому пишите в комментариях, в каком вы городе, какую работу вы ищете, что вы можете, если вы сейчас нуждаетесь. Возможно, кто-то кто живет в вашем же городе, откликнутся, вы найдете классную работу, подработку, более легкую. В общем, я хочу, чтобы была польза от моих видео. Мне эта идея пришла, так как в прошлом месяце мужчина написал, что потерял работу, что не потерял, по-моему, он тяжело работает грузчиком где-то, и взрослый очень мужчина, физически ему тяжело, хотя он мечтает, да, как-то улучшить свое положение. И вот я решила, что хочу быть полезной, делитесь. Возможно, вы найдете друг друга, вы в одном городе, есть какие-то возможности, почему нет? Я буду в закрепленные комментарии ставить, к примеру, вам нужна работа, вы в определенном городе живете, я буду закреплять этот комментарий на неделю, и так каждый комментарий. Может, у вас есть какие-то идеи, вы мне пишите, или вы хотите, чтобы я отдельное видео каждый месяц выкладывал какое-то коротенькое, и там будет комментарий только по поводу работы, в каком вы городе, в чем вы нуждаетесь, какая помощь вам нужна. Может так сделать, я не знаю, предлагайте свои идеи, может еще какая-то идея, не только насчет работы касающаяся. Почему нет, если мы можем друг другу быть полезными? Я очень хочу быть полезной вам как-то и давать полезные контакты. В этот же день Марс переходит в знак Телец на несколько недель в ваш третий дом гороскопа. Если до этого по Меркурию вы могли обсуждать, подписывать какие-то бумаги, переписываться о чем-то, договариваться, искать информацию в интернете, ходить на собеседование, то Марс это уже совсем другая, это уже напористая энергия, требующая физического действия, то есть когда уже вы встали и действуете. Марс в Тельце медленный, но очень настойчивый двигатель. В ближайшие недели ваша повседневная активность резко возрастет, станет больше звонков, писем, согласований, поездок по делам. Вам придется много бегать, договариваться, что-то подписывать, выбивать документы, решать транспортные вопросы. Если Меркурий и Уран взрывают четвертый дом новостями, то Марс в третьем дает вам инструмент, чтобы эти новости отработать через конкретные шаги и разговоры. Но Марс добавит и остроты в общении, могут быть споры, скандалы с соседями, ссора с коллегами, с братьями, сестрами или близкими родственниками, какими-то двоюродными. Могут вспыхивать быстрее обычного скандалы, поэтому будьте осторожны. Телец очень упрямый знак, а Марс будет давить. Не уходите в конфронтацию, направляйте энергию на продуктивное русло, оформление бумаг, на физическую работу, на торги.
Уран не прощает халатности, а Марс в Тельце заставит переделывать, если вы ошибетесь. Но если вы ошибетесь, ошибка может еще долго зависнуть, и исправить ее будет не так легко. 19 мая Меркурий в Близнецах будет делать благоприятный аспект к Плутону в Водолее в вашем 12-м доме гороскопа. И Венера в этот же день переходит в знак Рак, ваш 5-й дом гороскопа. Итак, соединение Меркурия и Плутона – это аспект к тому, что было скрыто. Один разговор с родственником, одна случайная найденная бумага какая-то, затерявшаяся, старый дневник какой-то, могут пролить свет на ситуацию, которая мучила вас годами. Вы можете наконец-то понять мотивы родителей, вы можете закрыть вопрос с наследством, может, потерялась какая-то бумажка, не могли найти, из-за этого закрыть какой-то вопрос. Можете найти старую ошибку в документах на недвижимость. Этот же аспект обостряет интуицию и дает вам какие-то вещи, сны, все, что вы чувствуете, видите вот в эти дни, стоит к этому прислушаться или записать. Действует аспект 19 мая и пару дней вокруг этой даты. Если вы живете в эмиграции, тут благоприятно могут решиться ваши вопросы по виду на жительство, гражданству, ПМЖ. Если вы хотели подавать документы, 19 мая – прекрасный день, идеально. И в этот же день Венера переходит в знак Рак, ваш 5-й дом, дом радости, детей, творчества, удовольствий. Венера – это гармония, это деньги, это приятные люди вокруг вас. Рак добавляет сюда семейную тему, заботу, эмоциональную глубину. И в ближайшие недели ваша личная жизнь и ваши увлечения окрасятся теплом. Вот куда переходит Венера, туда приходит гармония. Если вы одиноки, рыбы, вы можете встретить человека, с которым будет мгновенное чувство родного, как будто вы знаете друг друга 100 лет. Отношения с детьми у вас наладятся, если у вас есть дети. Появится больше поводов для совместной радости. Если дети взрослые, могут быть прекрасные новости от них. Либо они к вам приедут, подарят что-то, вы соберетесь в кругу семьи, семейный будет праздник, день рождения, крестины, может быть какое-то празднование какого-то мероприятия. Кстати, я овном на апрель, нет, не овном, раком на апрель, по-моему, говорила, что может быть семейный праздник, день рождения у вас. Ну, я имела в виду не у них день рождения, но на меня так напали, начали писать в комментариях, вы что, отписка, какие день рождения в апреле у раков. Я не помню, раки это были или нет, но суть в том, что меня могут смотреть и по асценденту, и по луне знаки, не обязательно только по солнцу. Поэтому, если вы асцендентный рак, но солнце у вас в Тельце или в Близнецах, то могут быть у вас день рождения. Может, вы будете праздновать в кругу семьи. Будет больше поводов для радости у вас, будет, возможно, отдых какой-то классный, где-то у воды, совместный, вместе с семьей, на даче. Творческие проекты, начатые сейчас, будут приносить вам удовольствие, не только результат. Отличное время, чтобы вложиться в хобби, купить билеты на концерт, на отдых, записаться на танцы, там, йогу, начать вязать, делать что-то руками, на футбол пойти, а для мужчин, я не знаю, теннисом вы хотели заняться, еще чем-то. Прекрасный период. Деньги, потраченные на удовольствие сейчас, вернутся к вам в хорошем настроением и приливом сил. Поэтому не жалейте денег на себя и на свое удовольствие. Венера в Раке еще очень сентиментальная, и не путайте легкую влюбленность с судьбой, а приятный флирт с каким-то, не знаю, обещанием брака. Наслаждайтесь моментом, не требуя гарантий. И не задавайте, я не знаю, вопросов в лоб на 3-м свидании, мы будем съезжаться или строить семью. Если у вас завяжутся романтические отношения, просто наслаждайтесь ими, и время покажет, какими они были, судьбоносными или мимолетными. И не заедайте стресс сладким, потому что Венера в знаке Рака любит утешать через еду. Если вы работаете на себя или бизнес у вас связан с едой, заботой, недвижимостью, работой из дома, то у вас будет больше прибыли и больше клиентов. Прекрасно. К вам будут приходить именно по рекомендациям, именно к вам как специалисту. 21 мая с одной стороны будет затронут ваш дом, семья, недвижимость. Все это может получить резкий импульс, эти темы, может неожиданный переезд какой-то случится или новости вашей семьи. С другой стороны будет ваша личная жизнь, творчество, все это будет получать судьбоносную поддержку. 2 линии, которые идут параллельно, и обе требуют вашего внимания.
Солнце соединится с Ураном. До этого Меркурий соединялся, там какая-то новость, документы были. Сейчас соединяется Солнце с Ураном в вашем 4-м доме гороскопа. Уран у нас планета внезапности, прорывов. Кстати, если вы хотите посмотреть, что вас ждет до 2033 года по Урану, Близнеца, который перешел в апреле 2026 года в новый знак, у меня есть отдельный плейлист. В описании под этим видео оставлю плейлист там для каждого знака про Уран в Близнецах и гороскоп на 2026 год для каждого знака. Там я по месяцам, да, расписывала. Если вы хотите посмотреть на период, август, там, сентябрь, октябрь, что у вас будет происходить, важные астрологические события, все это есть в прогнозах на год. Я оставлю плейлисты в описании под видео, ищите там все ссылки. Итак, в эти даты в вашем доме, в вашей семье, в отношениях с родными может случиться что-то неожиданное. Вам могут внезапно предложить переезд, съем нового жилья, срочную покупку недвижимости. Может быть, арендодатель, правильно, да, скажет, что все, я продаю свою квартиру, съезжайте, ищите новое место. Либо вам позвонят родственники с новостью, которая перевернет семейные планы. Возможно, резкие перемены в доме, перестановка, ремонт, поломка техники, которую вы не планировали, но на которую срочно нужно потратиться, что-то, что нужно срочно сделать. Уран, конечно, любит ломать старое, устаревшее, устоявшееся, чтобы осадить место для чего-то нового. Если вдруг что-то пойдет не по плану, не пугайтесь, это расчистка вашего пространства. Параллельно 22 мая Венера в Раке, которая сейчас в вашем 5-м доме любви, творчества и детей, делает благоприятный аспект к северному узлу в Рыбах, который стоит в вашем 1-м доме гороскопа. Очень судьбоносный, мягкий такой аспект, энергия совершенно другая, не резкая, плавная, поддерживающая. Через творчество, любовь и детей к вам может прийти то, что укрепит вашу личность, задаст правильный вектор на будущее. Если вы занимаетесь творчеством, бизнесом, тут может быть очень классное предложение, может быть выйти на новый уровень, заказ вам сделают классный, крупный, рекламу может у вас рекламу купят, как у блогера. Если вы одиноки, вы можете встретить человека, с которым возникнет ощущение, что это тот самый. Знакомство подчеркнет вашу индивидуальность, а не сотрет ее. Вы будете чувствовать себя как 2 половинки одного целого. И творческий проект, если вы сейчас начнете, получит мощную поддержку судьбоносную. Вы окажетесь в нужное время, в нужном месте. Очень классный аспект. Дети, если у вас есть, могут порадовать успехами, мудрыми словами, которые неожиданно наведут порядок в вашей голове. Новости о беременности тоже не исключаются, если для вас это актуально по возрасту. Потому что мне такие извительные комментарии пишут, конечно, в 65 я жду беременности. Ну, смотрите, я перечислила, что дети, если у вас есть взрослые, от них какие-то новости прекрасные, у них события могут быть, у вас какая-то радость, хобби новое. Вы цепляетесь именно за то, что точно у вас не проиграется, и пытаетесь меня этим поддеть в комментариях. Садитесь 5. 31 мая происходит 2-е полнолуние месяца в знаке Стрелец в вашем 10-м доме гороскопа. И оно замыкает май громкой кульминацией в теме карьеры, статуса, репутации, власти, отношений с руководством, госструктурами. Стрелец – знак правды, масштаба и международных связей. И любое полнолуние – это итог, ясности, финал. То, что вы заложили полгода назад, либо по новолунию 2 недели назад в сфере работы, публичности, сейчас принесет вам плоды. Вы увидите результат своих профессиональных усилий. И этот результат будет окончательным. Кто-то из вас получит повышение, вас утвердят в должности, выдадут премию, объявят о решении, которое меняет ваш карьерный статус. Возможно, придет известие о награде, дипломе, признании ваших заслуг на публике. Может, вы в конкурсе каком-то участвовали, международном. Возможно, вас пригласят спикером на какое-то мероприятие. Может быть, завершение важного проекта, сдача отчета, подписание акта, который закрывает многомесячную работу. Либо вы, наоборот, поймете, что этот этап исчерпан и примете решение сменить работу, уйти на фриланс и вообще развернуть карьеру в новое русло. Стрелец приносит ясность и не терпит полутонов, поэтому вы будете точно знать, куда двигаться дальше. И для тех, кто мне пишет про ударение, что неправильно не звонят, звонят, что я не так сказала, мой родной язык не русский и не украинский, если вы будете такое задавать. Поэтому, да, бывает оговорки. Но сколько у меня классных подписчиков осознанных, я просто в шоке. Благодарю вас. И знайте, что каждое ваше приятное сообщение и комментарий — это прям маленькая подпись во Вселенную, что вы подписываете себе от меня лично
это вам вернется в тысячекратном размере. Ваше добро, ваша поддержка, какие вы у меня осознанные. Про то, что я говорю, это единичные случаи, но они бывают. Но большинство моих подписчиков очень приятные, классные вообще. У вас очень классная энергетика. Пусть все возвращается вам вдвойне, чего вы мне желаете. 10-й дом – это еще и начальство, это госорганы, это любые инстанции. Если вы не работаете, то будете решать вопрос с инстанциями, вышестоящими авторитетными людьми. Если ждали ответ от руководства, налоговой, суда, пенсионного фонда. В районе полнолуния придет вам ответ, прямой, недвусмысленно, может письмо придет, подтверждение, вас вызовут куда-то в госструктуры. Ваш авторитет и репутация сейчас под прожектором. Что-то упрочнится, что-то отвалится, но все будет честно и прояснится наконец-то. Если вы ждали документов на место жительства, какие-то иммиграционные документы, про выезд, какое-то подтверждение, может быть, решение, то в районе полнолуния, ближайшие 2 недели после 31 мая, вся эта ситуация будет проясняться. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Меня 74% смотрят без подписок. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. И подписывайтесь в Телеграм, там я тоже добавляю разборы, помимо Ютуба, на какие-то важные события, новолуние, полнолуние, рекомендации для каждого знака даю. Я вас сердечно благодарю за ваши комментарии, вашу поддержку, за просмотр, за то, что вы мне доверяете. Я пересказываю, я передаю информацию движения планет в такой интерпретации, как мне это нравится, да. Я делаю это по-своему, у меня свой стиль. И я благодарю вас, что вы меня выбираете, что вам нравится, что вам по душе. Благодарю вас много-много раз еще. Желаю вам очень успешного, финансово успешного, удачного и счастливого мая, дорогие рыбки.